Всех приветствую, дорогие друзья, на канале PakeMaker. С вами, как всегда, я, Михаил. Начинаем следующую новостную неделю по таким играм, как Euro Truck Simulator 2 и American Truck Simulator. Мы рады сообщить нашему сообществу, что обновление 1.55 для American Truck Simulator официально выпущено. В этом обновлении вас ждет новый контент, реализация, исправление, улучшение качества жизни и многое другое. Давайте рассмотрим, что нас ждет. Мы также хотели бы выразить огромную благодарность всем, кто участвовал в открытом бета-тестировании, делился отзывами и сообщал об ошибках. Ваш неоценимый вклад помог нам доработать контент и исправить проблемы, которые изначально остались незамеченными. Мы надеемся, что вам понравятся новые функции изменений и многое другое, что появилось в этом обновлении. Ссылочка на данный видеоролик будет расположена в правом верхнем углу экрана. В новом модуле Академии вождения под названием «Мастерство вождения грузовика» вас ждет множество более сложных сценариев, которые проверят на прочность даже самых опытных водителей. Для этого нового модуля и набора сценариев мы также введем новую систему вознаграждений. Самое главное — точно выполнить сценарий, следуя по заданному маршруту, избегая столкновений. В этом модуле игроки также смогут получить до 3 коллекционных звезд, которые можно заработать, выполнив дополнительные условия, например, используя только внутреннюю камеру, переключение передач только между передней и задней, или завершив сценарий за отведенное время. Чтобы по-настоящему проверить свои навыки, вам не понадобятся заранее записанные видеоуроки, вам придется использовать все знания, которые мы научили вас в первом модуле Академии вождения. Мы также подготовили новые интересные награды, которые игроки смогут использовать в том же профиле в основном игре. Как вы, возможно, знаете, за прохождение первого модуля вы получите синий дорожный конус в качестве аксессуара для кабины и возможность выбрать цвет грузовика в Академии вождения. За прохождение всех сценариев мастерства вождения грузовика вы получите оранжевый дорожный конус в качестве аксессуара, а за получение 3 звезд в каждом сценарии соответствующий цвет прицепа золотой дорожный конус, который придает вашему грузовику и прицепу законченный вид в стиле Академии вождения. Мы усердно работали над масштабным обновлением системы загрузки и обработки данных в нашей игре. Мы назвали эту систему асинхронной загрузкой. Эта система призвана улучшить процесс загрузки и гарантирует, что игра и экраны загрузки не будут перерываться во время фоновой загрузки ресурсов. Основное преимущество этой системы заключается в том, что она устраняет подтормаживание и обеспечит более плавную работу в целом. Мы хотели бы искренне поблагодарить всех, кто поделился своими отзывами на этапах экспериментального тестирования и открытого бета-тестирования. Ваши отзывы сыграли ключевую роль в доработке этой системы, и мы рады сообщить, что асинхронная загрузка теперь полностью реализована в обновлении 1.55. В каскаде 5-го поколения было добавлено ряд новых аксессуаров и улучшений, от украшивания блюд, цвет шторки и солнцезащитного козырька до хромированных зеркал и фильтров. У вас будет большая возможность персонализировать внешний вид вашего грузовика. В салоне теперь можно выбрать обновленный коричневый, серый или недавно добавленный черный интерьер, а также классическую или современную приборную панель. Таким образом, на каждый спальный отсек приходится 6 вариантов интерьера. Внешнее обновление включает в себя доработку боковых стенок, 70-дюймовых спальных отсеков, улучшение датчики слепых зон, совместимые как с традиционными, так и с цифровыми зеркалами, а также обновление кронштейнов для камер с более точными индикаторами поворота. Кроме того, в этом обновлении мы исправили несколько ошибок. С полным списком изменений и дополнений вы можете ознакомиться в этом посте в блоге. Кейт Ward T680 получила обновление. Этот грузовик впервые выпущен в декабре 2023 года в честь столетия Кейт Ward. Был разработан в ускоренном темпе при участии команды Кейт Ward. Теперь мы расширяем возможности настройки, чтобы игроки могли еще лучше контролировать внешний вид и характеристики своего грузовика. Игроки смогут выбрать между 3 вариантами кабин: 52-дюймовых кабины со средней крышей и 76-дюймовой кабины с высокой крышей, что обеспечит большую гибкость и индивидуальность в дороге. Линейка шасси пополнится 7 конфигурациями, включая варианты 6х4 для всех кабин, как с короткими, так и с длинным капотом, а также варианты 4х2 специально для длинных кабин.
Всего будет добавлено 20 вариантов интерьера, 8 для кабины с высокой крышей 70 дюймов и 8 для кабины со средней крышей 52 дюйма, каждый из которых может быть как одноместным, так и двухместным, а также 4 варианта для отдельной кабины. Каждый интерьер будет доступен в комплектациях Diamond Wheat и Vanquish в стильном цвете Тай и Грей. Под капотом у водителя будет еще больше возможностей, поскольку мы добавляем 7 множественных вариантов двигателя серии X12 и X15, а также 5 новых вариантов трансмиссии, которые подойдут для любого стиля вождения. Кроме того, все варианты окраски, в том числе и дополнения теперь полностью совместимы с T680, независимо от того, что для вас важнее стиль, производительность или то и другое. Обновление T680 предлагает все необходимое для создания идеальной машины. Ознакомьтесь с полным текстовым списком специального блога, чтобы узнать обо всех изменениях и обновлениях, которые появятся в укажите обновления. Впереди новые дороги. Мы рады сообщить, что для всех владельцев дополнения Небраска вышло бесплатное обновление 1.55. Это дополнение расширяет северо-восточную часть штата за счет 3 ключевых автомагистралей USA-20, USA-75 и USA-81. На этих новых маршрутах водители могут найти новую стоянку для грузовиков, весовую станцию и несколько живописных достопримечательностей. Теперь вы также сможете путешествовать по поселениям Лорел, который обладает очарованием маленького городка, основанного на фермерском наследии. Независимо от того, путешествуете вы просто так или приезжаете мимо, чтобы доставить посылку, у вас будет еще больше причин вернуться в штат Корнхаскер. Ознакомиться с дополнением Небраска для American Truck Simulator в Steam по этой ссылке. Мы рады представить вам новое бесплатное дополнение к дополнению Farm Mechanics волкообразователь. Это незаменимое сельскохозяйственное оборудование используется для сбора и выравнивания урожая в аккуратные ряды для сушки и сбора. И теперь ваша задача доставить его туда, где оно нужнее всего. Будет доступен на рынке труда в двух цветочных вариантов. Классический зеленый и желтый с логотипом одного из наших внутригоровых производительных сельскохозяйственной техники. Это широкий и внушительный груз, предназначен для низкорамных прицепов, сделан вашими сельскохозяйственные перевозки более разнообразными. Полную информацию об этом обновлении можно найти здесь. Мы вносим визуальное улучшение в некоторых грузовиках с аэродинамическими элементами. Эти закрылки на ведущих колесах предназначены для повышения топливной эффективности и улучшения обтекаемости, теперь можно украшивать. Это значит, что теперь игроки могут настраивать эти компоненты в соответствии с цветовой гаммой своего грузовика, создавая более изысканный и единообразный внешний вид. Независимо от того, стремитесь ли вы к лаконичному внешнему виду или хотите, чтобы ваш грузовик выглядел как выставочный экспонат. Мы уверены, что это небольшое обновление поможет вам еще больше адаптировать грузовик под свой стиль. Не забудьте поделиться с нами своими свежими работами по покраске в наших социальных сетях. Об этом обновлении Нью-Мексико появилось несколько новых заставок для полицейских городов. Эти специализированные заставки воспроизводятся, когда игрок выбирает начальный город при создании самого профиля. Теперь эти вступления доступны для следующих городов Нью-Мексико: Фармингтон, Лас-Крус, Розуэлл, Санта-Фе. Мы надеемся, что новые игроки или те, кто начинает с нуля, оценят эти дополнения, которые знакомят с местом, где начинается ваше путешествие. Экран почты был переработан, чтобы сделать его более лаконичным и удобным для навигации. Сообщения теперь отображаются в формате с двумя столбцами. Слева прокручиваемый список, а справа увеличивание изображения. Сообщения для улучшения читаемости. Сообщения загружаются сверху. А когда список становится длиннее, интимно понятная разбивка на странице помогает поддерживать порядок. Навигация более улучшена для всех способов ввода. А встроенные ссылки и действия теперь доступны прямо из содержимого сообщения. В этом обновлении мы добавили небольшое, но полезное улучшение качества жизни в меню настроек графики. Теперь рядом с различными настройками будут отображаться примеры скриншотов, которые помогут вам лучше понять, как каждый параметр влияет на визуальное оформление игры. Независимо от того, настраиваете ли вы параметры для повышения производительности или стремитесь к наилучшему внешнему виду. Эти предварительные настройки помогут вам найти оптимальный баланс для вашей системы.
В рамках улучшения карты мы добавили горячую клавишу «Мое местоположение». При ее нажатии карта мгновенно центрируется на текущем местоположении игрока. Мы надеемся, что это небольшое дополнение будет вам полезно в дороге. Наша команда круглосуточно работает над обновлением движка, многие из которых не видны во время обычного игрового процесса. Некоторые из них заметны сразу, например, новая система освещения, но нам также нужно работать над изменениями, которые обычно не видны во время игры. Обновление систем достижений дает нам основу для создания новых типов достижений, а также для управления существующими достижениями, которые часто зависят от различных дополнений регионов. В рамках этого обновления 1.55 появится новая система. Наряду с этой новой системой были внесены небольшие изменения в существующие достижения и их цели, чтобы подготовить нас к любым изменениям, которые помогут произойти в будущем. Если вы хотите поделиться своим мнением по этому поводу, вы можете сделать это на наших форумах. В грядущем дополнении Louisiana DLC для American Truck Simulator вы будете не только посещать крупные города, но и приезжать через причудливые сельские поселения, полные южного очарования. Сегодня мы расскажем о некоторых из этих небольших населенных пунктов, через которые вы сможете проехать или в которых сможете остановиться по пути. Уинфилд расположен на севере Луизианы, позволяет водителям взглянуть на классическую жизнь южного городка. Проезжая мимо, вы можете увидеть такие местные достопримечательности, как здание суда округа Уин, выделяющийся традиционной кирпичной кладкой. Неподалеку также находится почтовое отделение города и первая Баптистская церковь, которая выделяется высоким и современным отдельно стоящим шпилем. Этот город долгое время развивался благодаря лесной промышленности и региональному железнодорожному сообщению, по которому когда-то играли ключевую роль в его развитии. Мэдисфилд, штат Луизиана, тихий городок с глубокими региональными корнями. Он развивался как местный центр сельского хозяйства и торговли и сформировался благодаря своему расположению на историческом торговых путях. По пути водители могут увидеть несколько ключевых достопримечательностей, в том числе школа Де Сото, местный банк и первую объединенную методическую церковь, основана в 1847 году. Город также известен своим историческим значением. Неподалеку произошло крупное сражение гражданской войны. Оберлин, штат Луизиана. Небольшой город с богатой историей. Приезжая мимо, обратите внимание на здание суда округа Аллен, построено в 1912 году и внесено в Национальный реестр исторических мест, а также на здание мэрии Берлина, расположен чуть дальше по дороге. Оберлин окружен сосновыми лесами и притоками, позволяет вам ненадолго окунуться в атмосферу классического очарования Луизианы. Камерон расположен на побережье Мексиканского залива в Луизиане. Поражает разнообразие пейзажа. Этот район, часто подвергающийся ураганами, выглядит суровым и потрепанным. Вы заметите здания, поднятые на сваях, что является практическим решением для защиты от штормовых волн и наводнений, а также увидите следы ураганов в некоторых частях города. Среди ключевых достопримечательностей приходская библиотека Камерона, местная школа и банк, расположен среди верфей и промышленных зон. Благодаря пришвартованным неподалеку лодкам и складам вдоль дорог, Камерон имеет прибрежный рабочий характер, который отличает его от внутренних поселений. Путешествуя по северо-восточной части Луизианы, водители окажутся в окружении золотистых хлопковых, кукурузных, соевых, рисовых и пшеничных полей, которых окружает Таллупу. Этот живописный город, известный своими глубокими сельскохозяйственными традициями, является сердцем сельскохозяйственного региона. По пути вы увидите местные достопримечательности, такие как первая Баптистская церковь и здание суда округа Мэдисон, которые придают открытой дороге очарование маленького городка. Хотите исследовать Луизиану и доставлять грузы в American Truck Simulator? Тогда обязательно добавьте игру
Хотите исследовать Лузиану и доставлять грузы в American Truck Simulator? Тогда обязательно добавьте игру в список желаемых в Steam. Мы с нетерпением ждем возможности поделиться с новостями о разработке этого грядущего расширения карты. Чтобы быть в курсе событий, подпишитесь на нашу рассылку и следите за нами в официальных социальных сетях. До новых встреч, продолжайте в том же духе. Ссылочка на данное DLC будет расположена в описании данного видеоролика. Мы рады сообщить вам, что обновление 1.55 для Euro Truck Simulator 2 уже вышло и доступно в Steam. Давайте рассмотрим все функции, которые появятся в этом обновлении. Прежде всего, мы хотели бы поблагодарить всех участников нашего лучшего сообщества, которые приняли участие в этапе открытого бета-тестирования и помогли нам, сообщив об ошибках на наших форумах. Благодаря этому нам было гораздо проще доработать обновление и подготовить его к полноценному релизу. Ссылочка на данный видеоролик будет расположен в правом верхнем углу экрана. В новом модуле Академии Вождения под названием «Мастерство вождения грузовика» вас ждет множество более сложных сценариев, которые проверяют на прочность даже самых опытных водителей. Для этого нового модуля и набора сценариев мы также введем новую систему вознаграждений. Самое главное — точно выполнить сценарий, следуя по заданному маршруту, избегая столкновений. В этом модуле игроки также смогут получить до 3 коллекционных звезд, которые можно заработать, выполнив дополнительные условия, например, используя только внутреннюю камеру, переключение передач только между передней и задней, или завершив сценарий за отведенное время. Чтобы по-настоящему проверить свои навыки, вам не понадобятся заранее записанные видеоуроки, вам придется использовать все знания, которые мы научили вас в первом модуле Академии Вождения. Мы также подготовили новые интересные награды, которые игроки смогут использовать в том же профиле в основной игре. Как вы, возможно, знаете, за прохождение первого модуля вы получите синий дорожный конус в качестве аксессуара для кабины и возможность выбрать цвет грузовика. В Академии Вождения за прохождение всех сценариев мастерство вождения грузовика вы получите оранжевый дорожный конус в качестве аксессуара, а за получение 3 звезд в каждом сценарии соответствующий цвет прицепа и золотой дорожный конус, который придают вашему грузовику прицепу законченный вид в стиле Академии Вождения. Мы усердно работали над масштабным обновлением системы загрузки и обработки данных в нашей игре. Мы назвали эту систему асинхронной загрузкой. Эта система призвана улучшить процесс загрузки, гарантируя, что игра и экраны загрузки не будут перерываться во время фоновой загрузки ресурсов. Основное преимущество этой системы заключается в том, что она устраняет подтормаживание, обеспечивая более плавную работу в целом. Мы хотели бы искренне поблагодарить всех, кто поделился своими отзывами на этапе экспериментального тестирования и открытого бета-тестирования. Ваши отзывы сыграли ключевую роль в доработке этой системы, и мы рады сообщить, что асинхронная загрузка теперь полностью реализована в обновлении 1.55. Дополнение Fan Tuning Pack теперь будет полностью совместно с Volvo Fan Series 6, так как вы сможете настроить любой грузовик Volvo Fan с помощью широкого спектра деталей для тюнинга. Но это еще не все. Мы также улучшили некоторые текущие компоненты, добавляем новые возможности настройки и детали, которые можно покрасить. Вы сможете выбрать хромированную переднюю эмблему, верхнюю часть заднего крыла, переднюю маску и нижнюю часть передней решетки радиатора, а также наклейку, рамку любого стекла, переднюю эмблему, заднее крыло, верхнюю часть заднего крыла и многое другое, которое теперь можно покрасить. Мы переработали все внутриигровые заставки для каждого города Франции с собственным гаражом, как в основной игре, так и в дополнении Вилла Франция. В общей сложности 21 город получил новые или обновленные заставки. Экраны почты были переработаны, чтобы сделать его более лаконичным и удобным для навигации. Сообщения теперь отображаются в форме с двумя столбцами. Слева прокручиваем список, а справа увеличение изображений. Сообщения для лучшей читаемости. Сообщения загружаются сверху, а когда список становится длиннее, интуитивно понятна разбивка на странице, помогая поддержать порядок. Навигация была улучшена для всех способов ввода, а встроенные ссылки и действия теперь доступны прямо из содержимого сообщения. В этом обновлении мы добавили небольшое, но полезное улучшение для повышения удобства использования в меню настроек графики. Теперь рядом с различными настройками будет отображаться примеры скриншотов, которые помогут вам лучше понять, как каждый параметр влияет на визуальное оформление игры. Независимо от того, что настраиваете ли вы параметры для повышения производительности или стремитесь к наилучшему внешнему виду, эти предварительные настройки помогут вам найти оптимальный баланс для вашей системы. В рамках улучшения карты мы добавили горячую клавишу «Мое местоположение». При ее нажатии карта мгновенно центрируется на текущем местоположении игрока. Мы надеемся, что это небольшое дополнение будет вам полезным в дороге.
Наша команда круглосуточно работает над обновлением движка, многие из которых не видны во время обычного игрового процесса. Некоторые из них заметны сразу, например, новая система освещения. Но нам также нужно работать над изменением, которые обычно не видят во время игры. Обновление систем достижений дает нам основу для создания новых типов достижений, а также для управления существующими достижениями, которые часто зависят от различных дополнений и регионов. В рамках этого в обновлении 1.55 появится новая система. Наряду с этой новой системой были внесены небольшие изменения в существующие достижения и их цели, чтобы подготовить нас к любым изменениям, которые могут произойти в будущем. Если хотите поделиться своим мнением по этому поводу, вы можете сделать это на нашем форуме. Не забудьте следить за обновлением Euro Truck Simulator 2, подпишитесь на наш Twitter, Facebook, Instagram, Galaxy и YouTube. Мы также будем очень признательны, если вы подпишетесь на нашу рассылку. До новых встреч, продолжайте в том же духе. А если вы хотите узнать о разных раздачах на разных площадках, или вот на приложении iOS и других разные промокоды, разные игры, разные площадки, разные халява, то присоединяйтесь к моей группе «Ну просто халявы». Ссылочка находится в описании данного видеоролика. Тут каждый день модерация данной группы, в том числе я лично, вас радует разными халявами. Город Куинси расположен на берегу величественной реки Миссисипи, может похвастаться богатой историей, потрясающей архитектурой, ярким искусством и прекрасной природой. Давайте посмотрим, как оно выглядит в нашем грядущем дополнении Иллинойс для American Truck Simulator. Административный центр округа Адамс расположен в западной части штата Прерии, прямо на границе с Миссури. Куинси также назван городом жемчужины, и это неудивительно, ведь здесь есть красивые парки, живописные набережные и исторические кварталы с одним из самых потрясающих домов в стране, оживленным центром города. Мы просто не могли не включить в игру некоторые из этих замечательных зданий, расположенных в Куинисе, и решили сделать их достопримечательностями, воссоздав их в том виде, в котором они существуют в реальном мире. К ним относятся историческое здание лодочного клуба, потрясающая с архитектурной точки зрения церковь в центре города, местный общественный центр, музей пристани для яхты и водосточная станция. Как уже упомянулось, в городе есть несколько прекрасных парков, поэтому наша команда по созданию карты позаботилась о том, чтобы включить в игру парк Вашингтон, расположенный в самом центре города. И, конечно же, были воссозданы мост Бэйфью и мемориальный мост, который пересекает реку Миссисипи и соединяет город с Миссури. И рядом с этими мостами вы также можете увидеть скульптуру, небольшую деталь, которая придает нашему воссозданию Куинси еще больше реалистичности. Что касается отраслей, в которых могут работать дальнобойщики в этом городе, то у вас будет из чего выбрать, когда вы будете искать работу. Вы сможете доставлять товары в магазин товаров для дома, на строительную площадку, парковки, садовый центр, на завод по производству надстроек для пикников и аналогичных транспортных средств, а также на элеватор. Вы также встретите два других склада, один из которых совершенно новый и в настоящее время находится в стадии разработки, специального для этого расширения карты. Мы пока не будем раскрывать все карты, так что следите за обновлением в нашем блоге. Если вам понравился предварительный просмотр дополнения, обязательно добавьте это расширение с карты в свой список желаемых в Steam. Не забывайте следить за новостями в American Truck Simulator. Подписывайтесь на нас в Twitter, Facebook, Instagram, Galaxy и YouTube. Мы также будем очень признательны, если вы подпишетесь на нашу рассылку. До новых встреч на дорогах. Ссылочка на данное DLC будет расположена в описании данного видеоролика. На западном побережье Норвегии находится город Кристиансунд. Давайте посмотрим, как наши дизайнеры воссоздают этот прекрасный город для грядущего расширения Северного горизонта для Euro Truck Simulator 2. Ландшафт этого города действительно уникальный, поскольку он расположен на 4 разных островах, что выделяет его на фоне других. Несмотря на то, что это не один из крупнейших мегаполисов в Скандинавии, с населением более 24 тысяч человек, здесь его много интересного, и это место нельзя пропустить. Давайте начнем с небольшого экскурса в историю. Кристиансунд — это не только услада для глаз, но и рай для гурманов. История города честно связана с морем, в частности с производством клипфиска, разделенной на части соленой и трески, которую традиционно сушат на прибрежных скалах. Это культовое блюдо настолько важно для региона, что в Кристиансунде есть собственный музей, даже ежегодный фестиваль.
Но на этом кулинарном изыске не заканчивается. В городе также производят несколько сортов сыра, отмеченных наградами, в том числе голубой сыр, который был признан лучшим в мире. Теперь вернемся к тому, чего вам следует ожидать при перевозке грузов в этом регионе. Поскольку город расположен на острове, вы можете добраться туда либо с запада через туннель Атлантического океана, который является частью норвежской окружной дороги номер 64, либо с юга через мост Омсун. В Кристиансунде обратите внимание на церковь Киркеландет, которую многие считают первой по-настоящему современной церковью в Норвегии. Она была освящена в 1964 году, и ее часто называют самым смелым образцом церковных архитектуры в стране. Разумеется, наши специалисты по картам и ресурсам не могли не включить это поразительное сооружение в свою работу. В городе также много разноцветных домов, типичных для скандинавской архитектуры. Что касается отраслей, то в игре будет несколько складов, на которых дальнобойщики смогут доставлять грузы. Например, автосалон, склад, станция, перегрузки отходов и местный аэропорт, которые также будут точно воссозданы, что соответствует своим реалистичным аналогам. Если вам понравилось это превью, обязательно добавьте это дополнение к карте в свой список желаемых в Steam. Следите за обновлением этого дополнения к карте, подпишитесь на наш Twitter, Facebook, Instagram, Galaxy, YouTube. Или подпишитесь на нашу рассылку, чтобы счастливого пути. Ссылочка на данное DLC будет расположена в описании данного видеоролика. Дорогие друзья, желаете меня поддержать? Вы можете оформить подписку на Boosty или ВК Донат. Вы сможете увидеть файлы моменты с прохождений, также прохождение уникальных игр, расписание видеороликов, доступ к закрытому телеграм-каналу, где будет реал-контент. Прямо сейчас есть 20 бесплатных мест, так что успейте написать мне в ЛС ВК, ссылочка находится в описании данного видеоролика. Ну что, дорогие друзья, вот такая у нас на неделе получилось. С вами был, как всегда, я, Михаил с канала Бейкмейкер. Не забывайте выполнять действия, которые теперь на ваших экранах. А мне лайк, колокольчики, подписывайтесь на канал. Всем пока.